Невозможно обойти вниманием один важный аспект. По всем соцопросам большинство коренных жителей региона всегда поддерживали членство их стран в НАТО. В последнее время особенно. Тогда как русскоязычное население, наоборот, в основном было и остается против. Разница восприятия Евросоюза не столь разительна, однако и здесь заметна. На референдуме по вопросу о вступлении в Евросоюз, который прошел во всех 3 странах в 2003 году, в Латвии, например, при общем одобрении в 67%, в Даугавпилсе, где преобладает русскоязычное население, лишь 31% проголосовал «за». Схожая ситуация была и в Эстонии. Среди тех 33%, которые высказались против ЕС, доминировали не эстонцы. И я могу вспомнить такую историю. Я учился в начале 2000-х в Таллинском университете, и как-то раз у нас преподаватель на одной лекции устроил такой мини-опрос. Нам предстояло идти в Евросоюз, и вот он спросил студентов, кто за, кто против. Ну, естественно, я учился в русской группе, и у нас там было немногим больше 10 человек, если не ошибаюсь, человек 12. Так вот, подавляющее большинство проголосовали против. Только я и еще 1 или 2 студента были за Евросоюз. И когда преподаватель спросил, собственно говоря, в чем причина, почему вы против Евросоюза? Практически все, там в основном девушки, естественно, были молодые, отвечали как под копирку, видимо, услышав у родителей, что Евросоюз уничтожит остатки нашей промышленности, экономика будет уничтожена, мы все потеряем. Но я так, как я оцениваю, после подумав над их ответами, видимо, родители их пережили кризис, тяжело пережили кризис 90-х годов, начало 90-х, и они уже боялись любых перемен, любых государственных изменений. То есть распад СССР они уже воспринимали как катастрофы, поскольку многим действительно очень тяжело пришлось. И они уже считали, что и эта перемена приведет к чему-то подобному. Я так себе объясняю это. Хотя там причины на самом деле, конечно, разные, и об этом чуть позже я еще поговорю. Несложно заметить, что позиция значительной части русскоязычных жителей стран Балтии перекликается с повесткой Российской Федерации. Мнение этих людей зачастую сформировано российскими СМИ. Если эстонцы или литовцы в своих соображениях исходят из интересов родных государств, многие их русскоязычные соседи смотрят на те страны, в которых они живут, по сути, с точки зрения Москвы. Впрочем, их позиция не всегда откровенно пророссийская. Одним из ключевых аргументов противников НАТО было утверждение о том, что странам Балтии ничто не угрожает, нейтралитет, мол, надежнее. натовские военные базы якобы только повышают наши риски. И вообще, Россия, которая так боятся в Эстонии, Латвии и Литве, мирное государство, ни на кого нападать не собирается. Однако никаких баз НАТО в странах Балтии до определенного момента не было. И никто не планировал здесь их создавать. Это была осознанная линия поведения, чтобы в Москве не возникало лишних поводов для раздражения. Даже российское нападение на Грузию в 2008 не повлияло на эту позицию. Лишь под Шауляем расположилась авиабаза стран Альянса, которая занимается патрулированием воздушной границы региона, поскольку у самих государств Балтии нет своей военной авиации. Это еще пример того, как членство в НАТО помогало экономить, не покупая очень дорогие истребители. В 2014 году ситуация изменилась. Россия вероломно аннексировала украинский Крым и завуалированно вторглась на Донбасс. Стало очевидно, страны Балтии, которые постоянно твердили о том, что Россия представляет угрозу европейской безопасности, оказались правы. И только с этого момента у нас стали появляться войска стран НАТО. В 2017 были размещены первые 3 батальона от союзников. До недавнего времени противники НАТО в странах Балтии активно кивали на Финляндию и напоминали, что она соседствует с Россией, но ни в какой НАТО не стремится, всячески развивает отношения с РФ. Дескать, вот как должно вести себя умное государство. Возражение о том, что население Финляндии лишь немногим меньше, чем у стран Балтии вместе взятых, а финансовые возможности даже выше, поэтому ей намного проще организовать полноценную самостоятельную оборону, этими людьми не воспринимались. В феврале 2022 года Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину. Финляндия и ее соседка Швеция, 2 столетия исповедовавшие абсолютный нейтралитет,
резко поглупели и поспешили в НАТО. И занимается теперь тем, через что страны Балтии давно прошли. Так кто был умнее? К слову, война в Украине все же понемногу отрезвляет и наше русскоязычное население. Нет, проукраинские настроения в этой среде еще не в чести. Однако российский диктатор Владимир Путин, судя по соцопросам, заметно потерял в рейтинге. А по данным исследования общественного мнения, проведенного в Эстонии агентством Туру Урингуте АС, если в феврале 22-го лишь 26% неэстонцев поддерживали членство страны в НАТО, то в феврале 23-го уже 48%. Аналогичные опросы, проведенные в Латвии по заказу фонда Фридриха Эберта, показывают, что с лета 22 к лету 23 поддержка членства страны в НАТО среди местных русскоязычных выросла с 21 до 28%.